Столыпин был премьером, вы не поверите, всего 5 лет. Вот отец Столыпина выиграл в карты имение Подковна. Столыпин – это трубопровод, Столыпин – это телефон, Столыпин – это газовое освещение в Саратове. Он писал потом родным: «Сегодня какие-то озорники что-то из-за кустов меня стреляли, не попали». Столыпин глядит на него в глаза в упор, потом распахивает пальто, мундир, говорит: «Стреляй». Столыпин от всех должностей всегда отказывался. Он понимал, насколько это тяжелая работа. То есть в среднем в день, посчитайте, 4-5 человек по стране, чиновников, убивают террористы. Каждый день. Сам Столыпин чудом остался жив. Чернильница пролетела у него такая массивная, тяжелая, металлическая, около уха. Столыпин встал и вышел из зала заседания. Вслед за ним вышли все министры. И тут же в перерыве секретарь Столыпина этому депутату горячему принес вызов официальный на дуэль. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. У нас пятница вечер, а мы записываем эту передачу на непростую тему «Русско-японская война 1904-1905 год». Я вам скажу откровенно, это повторная запись. Первый раз не получилось, потому что тема тяжелая, не идет. Постараемся со второго раза. Первый случай в истории Российской империи, когда империя проиграла не сражение, не какую-то краткосрочную кампанию, когда империя проиграла большую войну. И причем не просто проиграла, но подписала по итогам мир тяжелый, непопулярный. Мир, по которому империя потеряла и сферы влияния, и собственную территорию. И, в общем-то, чудом избежала еще более тяжелых условий и последствий этого мира. Как к этому пришло? Как случилось, что постоянно растущая, быстро развивающаяся в промышленном, в социальном плане Российская империя на рубеже 19-20 века оказалась в состоянии, когда она не может одолеть относительно небольшое азиатское государство? Давайте об этом поразмышляем. С одной стороны, я постараюсь вам рассказать, насколько это возможно широкими мазками, прелюдию, подготовку и ход, собственно, боевых действий. А с другой стороны, будем делать некоторые отступления и думать о том, почему эта тема звучала актуальным и через 50 лет, и через 100. Почему мы вновь и вновь возвращаемся с мыслями к той неудачной кампании, потому что мы думаем, каких ошибок можно было бы избежать. Какие уроки можно сегодня извлечь из истории, которая случилась 120 лет назад. Итак, в общественном сознании русско-японская война где-то там на втором плане. Ее совершенно затмили две последовавшие мировые войны. Все что-то о ней слышали. Врагу не сдается наш гордый варяг. Ну, а дальше багаж знаний среднестатистического россиянина состоит из того, что он что-то слышал про подвиг варяга и еще знает слова Порт-Артур и Цусима. Тоже вроде бы на слуху, но уже что скрывается за этими географическими понятиями, мало кто на самом деле может объяснить. Если же мы будем говорить о том, какие обстоятельства сопутствовали войне, и что гораздо важнее, каким внутренним и международным последствиям она привела, про это можно вообще не спрашивать. Хотя раньше, до революции, по горячим следам про русско-японскую войну знали гораздо больше. И в том старом дореволюционном русском языке слово «Цусима» стало нарицательным. Таким же, как во французском языке по сей день является слово «Березина» – полное поражение. Даже в этой детали отражается то значение, которое придавало русское общество той проигранной войне тогда, пока мы ее не забыли. Так что давайте разбираться, как это все случилось. Что такое Япония рубежа 19-20 века? Пересмотрите фильм «Последний самурай». Глянцевое, матрешечное, но неплохое голливудское кино с Томом Крузом в роли американского офицера
нанятого японцами для обучения новой японской армии. Вот там неплохо показано, как трансформировалось японское общество во второй половине XIX века, когда абсолютно закрытая Япония, которая столетиями отгораживала себя от всех внешних контактов. Но японцы решили, что они достигли пика духовно-нравственных ценностей, поэтому все эти чужеземцы, варвары Японии не нужны. Ну и до тех пор, пока американцы вполне в духе решительной тарифной политики современной администрации подогнали к берегам Японии флот и, наведя пушки, спросили, ну как, будем торговать, глядя в подзорную трубу, в прицел с борта броненосца. В общем, так Японию открыли. Но надо сказать, что японская элита того времени сделала правильные выводы из этой наглой американской экспансии, торгово-военной, и стала спешно реформировать свое общество, стараясь перенять у Запада новейшие технологии, как строить флот. Флот они, кстати, стали строить по английским и американским образцам. Лучший флот военный того момента британский. Как строить современную армию. Армию они поначалу думали сделать, как у Франции, но потом, проанализировав итоги франко-прусской войны, помните, Парижская коммуна, пленение Наполеона III, то очень быстро поняли, что Франция в прошлом осталась ее военное величие. Поэтому с французами вежливо попрощались, с их военными советниками расплатились и стали строить японскую армию по абсолютно германскому образцу. И вот получается, быстро идут реформы социальные, появляется парламент, идут реформы общественные, экономические и, конечно, реформы военные. И очень быстро феодальная, рыцарская, очень романтичная, но совершенно неэффективная самурайская армия преобразуется в армию мощную, современную, сухопутная по германскому образцу, а флот по британскому образцу. И Япония все больше и больше начинает претендовать на гегемонию, на расширение. Если вы посмотрите на карту Японии, только не политическую, она такая небольшая по площади, кажется нам, группа островов. А посмотрите на карту физическую, то вы увидите, что большая часть этого архипелага покрыта горами. То есть плодородной земли в Японии не так много. Отсюда рождается идея, что японцам, это быстро растущая, в том числе и численно, нация, нужно жизненное пространство, освоение новых территорий для пропитания, для экспансии. Сам термин «жизненное пространство» ничего мне напоминает? Вот-вот, и я об этом. В качестве законной добычи, куда может расширяться Япония, в первую очередь Корея. Корея – это давний сладкий кусок пирога, на который столетиями смотрели японские императоры и феодалы. И вот Япония расширяется. Попрактиковались на Китае. К тому моменту Китай совсем не то, что сейчас. К концу XIX века Китай – это совершенно отсталая монархия, фактически полуколония западных стран. Начиная с середины XIX века, с первой так называемой опиумной войны с Англией, их было несколько. Почему их так назвали, несложно догадаться, потому что англичане продавали в Китай опиум. Товар сегодня запрещенный практически во всех странах, категорически. Тогда совершенно легальный и очень-очень высокодоходный. Понятно, что у себя в Англии свободная продажа опиума англичанами, мягко говоря, не приветствовалась, но китайцев уже не жалко. Поэтому им поставлялся опиум в огромных количествах. Английские торговые компании зарабатывали на этом фантастические дивиденды. Ну, а нация постепенно превращалась в нацию опиумных наркоманов. Пытаясь защитить свой рынок от бесконечных поставок этого наркотика, китайское правительство вводило разные ограничения. Ну, как же можно ограничивать свободную торговлю? Как можно ограничивать вот это вот ВТО XIX века? Поэтому, защищая принципы свободы слова и бестарифной торговли, англичане нападали на Китай. Начинали войны, результатом которых становилось одно и то же. Каждый раз Китай был вынужден подписывать очередные неравноправные договоры, выплачивать репарации за смелость противостоять англичанам, поступаться своим суверенитетом, то есть отказываться от таможенной независимости, обеспечивая тем самым беспрепятственный, ну и, по сути, беспошлинный ввоз иностранных товаров, в первую очередь английский, в первую очередь того самого опиума.
Сегодня тяжело это представить, но да, это была война за открытие в Китае свободного рынка для наркотиков, поставляемых туда Британской империей. Ну вот тут вот подключилась и Япония. Исходя из своей теории жизненного пространства, напала на Китай, захватила Корею, захватила Тайвань, остров тогда назывался Формоза, и оккупировала Ляодунский полуостров, очень стратегически выгодный, который контролирует подходы к китайской столице, к Пекину. Там же город Порт-Артур, это английское название. И там закрепилась. В защиту Китая выступили другие великие державы. Франция, Германия и Россия. Почему они решили защитить Китай? Им не понравилось, что японцы, выскочки, наглецы, как-то слишком много себе забрали. Помните, как Борис Николаевич Ельцин говорил, отправляя в отставку Коржакова, Барсукова, то вспомните 90-е. Слишком много на себя брали и мало давали. Примерно так же высказалась и коалиция Франции, Германии и России. Слишком много вы, японцы, себе набрали. Отказывайтесь от Кореи, от Порт-Артура, Тайвань тогда никого не интересовал. Это не то, что сегодня. Тайвань можете оставить себе. Святое место пусто не бывает. У Китая не было денег. И те же самые державы-победительницы, точнее говоря, державы-защитницы Китая, по итогам этой разгромной для Китая войны, прогарантировали, что большую часть репараций, в том числе и Россия, кстати, закроют перед японцами, а в обмен, в качестве ответной услуги, они сами арендуют кто что может, кто как договорится у Китая, получив там собственные зоны влияния. Так Россия приобрела в аренду на 25 лет. А небольшой, но очень стратегически важный полуостров. Тот самый Ляодунский полуостров с портом Порт-Артур. Зачем нам нужен был Порт-Артур? Тут надо два слова сказать вообще о нашей политике на Дальнем Востоке. До какого-то момента все огромные приобретения Российской империи на Востоке казались правительству в Петербурге каким-то чемоданом без ручки. Вроде как земли много, земля далекая, совершенно необитаемая, что с ней делать непонятно. Коммуникации никакой нет, дорог нету. Владивосток основали в 1859 году. Коммуникации проходили следующим образом. Корабли выплывали из Петербурга и дальше Балтийское, море Северное, вокруг Европы, вокруг Африки, через Индийский океан. Впоследствии можно было через Суэцкий канал, вокруг Индии, Индокитай, Вьетнам, Китай и вот так вот Владивосток. Вот этот круиз через весь мир и то был быстрее намного, чем попытаться как-то по суху пробиться из европейской части России на Дальний Восток, потому что тайга, никаких дорог нет вообще. Как контролировать эти земли, как туда поставлять оружие, как снабжать гарнизоны, как поддерживать переселенцев, непонятно. Владивосток – небольшой порт. Тогда было похолодней, чем сейчас. Тогда Владивосток четко замерзал на 3-4 месяца каждый год. Бухта очень удобная, но замерзающая. И добраться до нее тяжело. И еще более удобная бухта, вообще великолепная со всех точек зрения, это Петропавловск-Камчатский. Авачинская бухта – уникальное творение природы. Только туда добраться еще тяжелее. И все население Петропавловска на тот момент, плюс-минус 1000 человек. Охотники, рыболовы, какие-то моряки. Все, 1000 человек. Сахалин. Там была сложная система обмена с японцами. Не буду погружаться в детали. Курилы на часть Сахалина. В общем, разменялись. Курилы исконно, кстати, русская территория. Открыта еще во времена Екатерины. Я неоднократно в своих лекциях об этом рассказывал. На всех европейских картах конца XVIII века, начала XIX. Курилы всегда обозначались как территория Российской империи. Ни у кого даже вопросов по этому поводу не было. Думая, как нам с этим совсем разобраться, решили на каком-то этапе, по ошибке, я считаю, разменять Сахалин на Курилы. Сахалин полностью наш, а Курилы отдадим японцам. Чем нам казалось хорош Сахалин? Природа невероятной красоты, тяжелая, правда, климатически. Но там есть открытые запасы угля. Копаешь и добываешь. Про Сахалинский шельф, нефть и газ тогда еще никто ничего не знал. Интересовал уголь.
Это важно в первую очередь для нашего Тихоокеанского флота. Флот тогда уже был пароходный. 60-е, 70-е, 80-е годы 19 века. Уголь – главное топливо для кораблей. Топливо этого потребляет корабли в огромных количествах. Понятно, что уголь с европейской части России не завезешь. Местные покупать дорого, неэффективно, да и нет его. А Сахалин вот прямо уголь под ногами. Бери. Очень удобно. Проблема только в том, что работать некому. Царское правительство креативно подошло к этому делу. Потом, во времена ГУЛАГа, с той же экономической логикой подходили к этому и большевики. Если местного населения нет, территория, по сути, пустая. А уголь добывать надо, то мы туда будем высылать каторжников, пусть работают, приносят производственную пользу. Так Сахалин превратился в тот остров Сахалин, который мы знаем по бессмертному сочинению Антона Павловича Чехова. Вместо ссылки каторжников такая вот русская Австралия, но с экономическим смыслом. Что делать с Аляской, совсем непонятно. Аляску продают американцам, которые еще не очень хотят ее покупать, по цене, внимание, $7,2 миллиона за все. Ну, чтобы было вам понятно, это $5 за квадратный километр. Сравните стоимостью сотки у вас на даче. Почему продали? А что с ней делать? Содержать дорого, защищать тяжело. Так рассуждало либеральное правительство Александра II. К сожалению, ошибочно. Но в конце концов подошли к мысли, что все-таки надо Дальний Восток осваивать. Путь продажи родных земель, путь в никуда, поэтому родилась идея связать транспортом Дальний Восток с основной частью России. Так родилась великая идея строительства Большого Сибирского пути или Великого Сибирского пути, который мы называем Транссиб, из европейской части России, из столичных городов, через Урал, далее через Иркутск, во Владивосток. Проект невиданный по своим масштабам, по своей сложности и по своей, конечно, дороговизне. Но великие проекты тем и хороши, точнее говоря, тем и хороши империи, потому что они способны осуществить великий проект. Стройка началась в 1891 году. Посмотрите на карту, тут нашим светлым умам пришла еще одна яркая идея. Расположена так Российская империя, что если строить Транссиб по нашей территории вдоль реки Амур, то получается огромный крюк. И потом, опять же, это девственные, непроходимые земли и леса. Там надо и пробивать скалы, и вырубать леса, и форсировать реки, строить мосты. А можно срезать угол, не отбрасывая план строительства вокруг Амура, как запасной ветки, но при этом построить напрямую, связав Иркутск и Владивосток, через степи и пустыни Маньчжурии, северного Китая. Вот на карте это очень хорошо видно. Осталось только получить разрешение от китайского правительства. Этим и занялся Витте, и разрешение получили. Как, почему, рассказывать не буду. Это тема для отдельной лекции. Послушайте, кстати, мою лекцию про Витте. Кое-что я там об этом говорю. Так родился проект КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги. То есть, собственно, гигантского русского инвестиционного проекта на территории Китая, который мы осуществляем, полностью за свой счет, развиваем эту пустынную территорию, заселяем ее своими сотрудниками, специалистами, рабочими, охраняем нашими казаками. Это была такая полу-ЧВК, потому что они состояли не в составе армии российской, а получали финансирование по линии Минфина и ведомства железных дорог. Охраняем собственными охранными отрядами, сами обеспечиваем там безопасность. По сути, это иностранная собственность на китайской территории. Для Китая это тоже выгодно, потому что это вело к огромному экономическому подъему. Мы строили железнодорожные станции, мосты, целые города. Город Харбин, де-факто полностью русский город, построенный специально в рамках вот этого проекта КВЖД. По ходу развития этого проекта у нас начинает возникать все более амбициозных планов. Мы же огромные деньги вкладываем. Надо как-то там закрепиться. Надо расширять наше влияние в Северном Китае, в Маньчжурии. Маньчжурия – это как бы не совсем Китай. Маньчжурия – это место, откуда произошла правящая китайская династия. То есть, если мы сравним, например, с нашей историей, то представьте себе, что
Швеция, Дания, Норвегия были бы в какой-то степени частью объединенного государства с большой Россией. Но там говорят на особом языке, и у нас правила бы династия Рюриковичей не полностью обрусевшая, уже во втором-третьем поколении, а подчеркивающая свою особость от русских. Вот нас бы правили потомки викингов. А маньчжурская династия, сидящая в Пекине, это маньчжуры. Это Китай многонациональная страна. Маньчжуры – это вообще совершенно особый этнос. Поэтому для китайцев они вроде бы как с одной стороны свои, а с другой стороны иностранцы во главе Китая. Отсюда, кстати, появлялась у Российской империи и у некоторых наших энергичных людей очень амбициозные геополитические планы. А почему бы нам не поменять эту правящую династию как-нибудь со временем? Развивать торговлю с Китаем, поддерживать, как бы сейчас сказали, национально ориентированную интеллигенцию, буржуазию. А потом на каком-то этапе, китайцы же люди такие, им что маньчжуры рядом под боком, по сути, захватчики, потомки захватчиков, что великий белый царь где-то далеко в Петербурге. Белый царь даже лучше, он далеко и гораздо добрее. Почему бы на каком-то этапе не сменить династии, не предложить китайцам вместо иноземной маньчжурской династии иноземную, но более толерантную, более добрую, милосердную русскую династию. Такие планы вынашивались в Петербурге, и были даже апологеты этой идеи, наиболее известный из которых в истории, запомните это имя и фамилию, Петр Бадмаев, говорили тогда авантюрист, но сейчас бы сказали политик, бизнесмен. Знаком был с Александром III, врач, практиковал тибетскую медицину, там всех лечил. Серия аптек с порошочками и шариками была в Петербурге. Многим помогала. Исследователь, путешественник Петр Бадмаев, он был в числе тех, кто всячески продвигал идею постепенного движения нашего не в сторону Порт-Артура и Кореи, а в сторону Тибета, континентального Китая, той части Китая, которая максимальным является антагонистом маньчжурской династии. Все эти необъятные просторы с удовольствием бы потом переприсягнули белому царю. В общем, план такой был далеко идущий. Кому интересно, еще раз Петр Бадмаев, зайдите, посмотрите. Вы знаете, много любопытного. История могла развиваться самым неожиданным образом. Но потом, со временем, решили сделать ставки не на освоение Срединного Китая, Тибета, Непала, а на освоение близкого нам, понятного, граничащего с нами Северного Китая, Маньчжурии. Тем более, что строим КВЖД. А потом, после того, как мы договорились об аренде Порт-Артура, китайцы должны много денег, мы их защитили от японцев. Поэтому мы договорились еще построить от этой дороги Иркутск-Владивосток южную ветку из Харбина напрямую в Порт-Артур. И построили мы эту ветку. И потом рядом, на базе крохотной, по китайской мерке, деревушки основать русский порт Дальний. Китайцы его называют Далянь. Помните, крепость Грозная, нынешний Грозная. Крепость или станица Верная, основанная казаками. Потом город Верная, сегодня город Алма-Ата. Ну и так далее, и так далее. Вот в этой же логике имперской экспансии город Дальний. Это гражданский порт, там недалеко от Порт-Артура. Замысел такой. Порт-Артур – порт военный, основная база Тихоокеанского флота – либо вместе с Владивостоком, либо в перспективе вместо Владивостока. Он удобнее, чем Владивосток, потому что Порт-Артур не замерзает. Вообще тогда идея владеть незамерзающим морем на Дальнем Востоке, вот такая национальная идея была у нас, как в свое время владеть незамерзающей военной базой на Черном море, Севастополь, или хоть и замерзающим, но все-таки своим форпостом на Балтике, Санкт-Петербург. А вот на Тихом океане такого не было. И решили, пусть это будет Порт-Артур. Очень тоже удобный порт, там внутренний рейд. Ну, внутренний рейд, тем, кто не моряки, поясню, это как бухта. Только естественным образом отгороженная. Природой так создана косой. Соответственно, там нет штормов, нет высоких волн. Там на внутреннем рейде, вот в этой внутренней бухте, могут спокойно располагаться корабли, ничего не опасаясь. И когда нужно, выходить на внешний рейд и дальше в Тихий океан.
через систему морей. Очень удобно внутренний рейд, такой хорошо защищенный. Просто так иноземный военный корабль попасть туда не может, потому что там очень тяжелое дно, много всяких высоких камней, отмелей, и не зная фарватера, просто так во внутренний рейд не войдешь. Ну, кстати, и выйти с него, об этом потом я расскажу, когда буду говорить об обороне Порт-Артура. И тяжелому броненосцу, крейсеру тоже тяжело. Надо ждать прилива, чтобы выйти спокойно, не рискуя сесть на мель, либо напороться на какую-то подводную скалу. В общем, сложный порт, но перспективный. Мы строим железную дорогу из Харбина в Порт-Артур. Колоссальные инвестиции. Кстати, это общепринятая практика. Англия примерно в то же самое время на 99 лет арендовала Гонконг. Франция на 99 лет арендовала военный порт Гуанчжоу-Вань. Германия – Шаньдун, город Циндао. Там, кстати, немцы основали хороший пивзавод. До сих пор работает. Пиво называется Цинтао. 3-е место в мире по объемам продаж. Япония – Фудзянь. Португалия вот только тогда легализовала по соседству с Гонконгом, подписав соответствующие документы на длительную аренду. Они это Макао захватили и оккупировали с незапамятных времен. Почти со времен Марко Поло. США тоже, кстати, подсуетились, причем по-крупному. Во-первых, они захватили остров Гуам, захватили Гавайские острова, но самое главное, отобрали у Испании Филиппины. Испания владела Филиппинами еще со времен экспедиции Магеллана XVI века. Посмотрите на карту Тихого океана. Незаметно Соединенные Штаты создали целую сеть владений военных баз от Америки по направлению к Китаю. Правда, в самом Китае континентальном американцы ничего захватить не смогли, ничего им там не досталось. Поэтому, заняв все возможное, они провозгласили в Китае себя противниками колониализма и стали настаивать на проведении политики внимания. Это англосаксонское лицемерие меня всегда умиляет. Поскольку американцам в Китае ничего не досталось, они сказали, что в Китае они являются врагами колониального захвата, сторонниками политики открытых дверей и равных возможностей. Как потом говорил один из лидеров Китая, Сунь Яцен, что такое политика открытых дверей и равных возможностей со стороны США. Это когда, кавычки, разбойники пришли в твой дом, но требуют, чтобы двери оставались открытыми. Китай весь занят владениями, военными базами европейских великих держав, которые как будто соревнуются друг с другом, кто больше оттяпает у ослабевшего Китая территорий и стратегически важных военных баз. История же повторяется. Ослабела Украина в силу собственной дальновидной политики. И тут же подписывают с американцами договор о редкоземельных металлах. Что в этом договоре, мы пока не знаем. Его, по-моему, Верховная Рада проголосовала без приложения. Вся конкретика там в приложениях. Когда-нибудь узнаем, под чем там Украина подписалась. Но у меня есть такое подозрение, зная немножко историю, что опиумные договора Китая с Англией примерно из этой же серии. И да, кстати сказать, вот вы не думаете так, что великие державы сели и договорились? Нет, каждый хапал, что успевал. Вот, например, Порт-Артур, который заняла Российская империя, она буквально из-под носа утащила от англичан. То есть, если бы там не появились наши, то, несмотря на то, что у нас был договор с Китаем о дружбе, союзе военном и взаимной помощи, несмотря на то, что мы помогли китайцам хотя бы часть территории от японцев вернуть, несмотря на то, что мы заплатили за Китай львиную долю контрибуции. Кстати, потом на наши деньги японцы строили свои броненосцы. Но, несмотря на все это, в последнюю секунду мы успели буквально утащить Порт-Артур из-под носа англичан, которые речь шла о днях. Потом, по факту, никуда китайцы не денутся. Подпишут такой же договор. Царское правительство действовало точно так же, как западные партнеры. Собственно, так и строится реалполитик. Когда какая-то большая территория ослабела, дальше кто успел, тот и съел, кто первый встал, того и тапки. Не возьмешь ты, заберут у тебя, и скоро ты увидишь у себя прямо под Владивостоком английские военные базы. И никакой КВЖД не поможет, потому что там будут стоять англичане или немцы, французы. Мы это понимали. Действуя в понятиях того времени, заняли полуостров, получили Порт-Артур, хороший договор на строительство КВЖД,
хорошие для нас и для Китая, и хорошую железную дорогу от Харбина вниз к Порт-Артуру. Потратили миллионы и миллионов золотых рублей. А с другой стороны, чем активнее мы, тем тревожнее японцы. Японцы по соседству. Пока мы не двигались в направлении Дальнего Востока, у нас отношения были с японцами чудесные. Им было на нас наплевать, равно как и нам на них. Где-то там на островах Японии, она нас мало интересует. А вот Россия движется на Дальний Восток, Россия осваивает Маньчжурию, там еще произошло так называемое восстание боксеров. Но дело в том, что китайцы же тоже гордые люди, мы их понимаем. Видя постоянное давление со стороны великих держав и оттяпывание то одних, то других территорий, навязывание опиумной наркотической зависимости населению Китая. Конечно, люди национально ориентированные, мыслящие, патриоты подняли так называемое боксерское восстание. Почему оно называлось боксерским? Восставшие какое-то время собирались под видом занятий восточными единоборствами. Тогда еще слова «шаолинь», айкидо и прочее были непопулярны в Европе, поэтому все это называли в кучу боксом. И вот эти вот любители восточных единоборств, которые встали на острие восстания против европейских колонизаторов, вообще европейской экспансии в Китае, а заодно это восстание точно так же было направлено против собственных китайских властей, которые, как считали восставшие, продались Западу. Там сложная была история, не буду в это углубляться. Европейские армии пришли на выручку императрице Китая и восстание подавили, а войска оставили. Русская армия осталась на территории Маньчжурии. Это тоже очень напрягало японцев. У них же свои планы по расширению жизненного пространства, а тут русские все ближе, ближе и ближе, поэтому у японцев, уже победивших Китай к этому моменту, уже пропитавшихся духом, что мы тоже великая держава. Хотя как доказать, что ты великая держава? Надо победить другую великую державу. Других вариантов нет. Победить в прямом военном столкновении. А кого можно победить? С англичанами у Японии договор союзнический. Англичане строят флот. Германцы, во-первых, Германия далеко, во-вторых, немцы помогают строить армию японскую. Французы совсем далеко, значит, надо противостоять России. Так в японских умах зарождается идея о будущей войне с Россией, что мы должны остановить Россию, иначе она так постепенно все у нас заберет. Все эти территории, которые мы виртуально уже считаем своими. А именно Маньчжурию и Корею. Вот Маньчжурию русские уже подбирают под себя. Кстати сказать, с Кореей у нас были хорошие отношения. Договор о дружбе, мы пытались налаживать сотрудничество, а японцы наоборот. Они в 1895 году организовали там военный переворот, свергли и убили королеву Кореи. Король там как-то сбежал, попал к японцам в плен. Потом русские выручили, прятался в итоге у нас в посольстве. Устроили жуткую резню в Сеуле. В общем, в конце концов, мы корейцев защищали, а японцы видели в этом для себя угрозу. Мы, собственно, двигаться в Корею не собирались. У России были другие планы. Зачем воевать с Японией за Корею, когда можно попытаться, используя наши хорошие отношения с корейскими властями, мы же их защищаем, постоянно их независимость, используя наши хорошие отношения с ослабевшим Китаем, мы строим КВЖД, осваиваем Порт-Артур, арендуем у них земли. Мы заплатили за них, повторюсь, большую контрибуцию японцам. Зачем нам воевать, если мы можем постепенно превращать Маньчжурию, Северный Китай в наш, по сути, экономический и политический протекторат, и точно так же мягкой силой, в понимании того времени, что такое мягкая сила, постепенно мягкой силой двигаться и в направлении Кореи. В 1896 году некий дальневосточный предприниматель договорился с корейским правительством и получил концессию на вырубки леса у реки Ялу. Это примерно граница Кореи и Китая. Но для такого большого контракта денег не было, поэтому он стал набирать компаньонов. Так постепенно образовался круг акционеров, интересантов развития вот этой экономической концессии на реке Ялу. Леса-то на самом деле у нас и везде много, и не только в Корее. И на Дальнем Востоке можно было бы заниматься точно так же лесоразработками. Но тут
у компаньонов из Санкт-Петербурга, среди которых был бывший гвардейский офицер-кавалерист по фамилии Безобразов, такой старинная семья, на самом деле, довольно знатный род Безобразовых, у них появилась и политическая идея. А почему бы эту лесную концессию со временем, накачав ее бюджетными деньгами и господдержкой, не превратить в такую маленькую госкомпанию? И со временем она станет тем, чем в Индии была у англичан Ост-Индская компания. То есть это будет экономический инструмент постепенной экспансии в Корее, и мы будем не только на этом какие-то деньги, может быть, зарабатывать, тут деньги не главное, но мы будем постепенно продвигаться в Корею, и она мирно, спокойно, шаг за шагом станет российским протекторатом. Идея-то, в общем-то, была неплохая, так действовали все другие страны, и англичане, и голландцы, и французы, но для нас это было необычно. Сформировалась определенная лоббистская группа, которую обозвали потом Безобразовской кликой или Безобразовской шайкой по фамилии ее духовного лидера. В эту группу входил министр двора граф Воронцов-Дашков, адмирал Алексеев, впоследствии наместник и командующий нашей армией на Дальнем Востоке, великий князь Романов, Александр Михайлович, внук Николая I, ну и ряд других людей, которые или будучи компаньонами, или просто будучи сторонниками этой идеи, экономической экспансии в Корею, подталкивали правительство к поддержке вот этой лесной концессии. Для охраны требовались, естественно, какие-то солдаты. Поэтому образовалась еще одна частная военная компания, корпус пограничной стражи, которая охраняла эти лесоразработки. Но и Корея и японцами тоже рассматривается как в перспективе зона собственного влияния. Поэтому наше экономическое движение на юг от реки Ялу вниз японцы рассматривали как враждебное вмешательство в зону собственных интересов. Тут важный взгляд военный на эту историю. Если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что было очень много «за» у наших военных с точки зрения закрепления нашего военного присутствия и в районе КВЖД, и в районе Маньчжурии. До тех пор, пока был слабый Китай, и Япония была далеко, никакой угрозы нашему Дальнему Востоку не было. Но по мере того, как Китай стал рассыпаться, все ближе и ближе англичане, немцы, французы, а Япония набирает мощь и претендует на территориальное расширение. Вот если посмотреть на карту, никакой железной дороги еще нет. Мы тогда довели дорогу только от Владивостока до Хабаровска, дальше огромный разрыв. То очевидно для военных, что в случае агрессии Японии либо англичан никакой возможности защитить Владивосток нет. Значит, нужно эту территорию максимально насыщать военными частями, переселенцами, иначе она просто от нас отвалится. Уже конкуренты совсем рядом. Идея военно-промышленного освоения Дальнего Востока витала в воздухе. И даже появился у газетчиков термин «желтороссия». Мол, была у нас Новороссия, а теперь будет на Дальнем Востоке Желтороссия. Вот. Некая земля, населенная преимущественно азиатами, но тоже часть России. Там будет и Дальний Восток, и в перспективе Маньчжурия. Может быть, еще какие-то окрестные земли. Вот так Россия должна в этом направлении расширяться. Но Россия воевать совершенно не хотела, потому что сил для этого не было. Армия огромная, но эта армия вся находится на Западе. Население Дальнего Востока ничтожно. Мы вообще считали нашим возможным главным военно-политическим конкурентом на этой территории Китай, потому что это огромная многомиллионная держава. Мы Японию-то всерьез особо и не рассматривали, поэтому, когда с Китаем заключили союзнический договор, очень обрадовались. Надо было как-то договориться с японцами, поэтому мы стали предлагать разные варианты. Давайте вот Маньчжурия – это наши дела с Китаем. Мы с ними договорились. Общая зона интересов. У нас большие инвестиции. Это вас не касается. А по поводу Кореи давайте договоримся. Нас поддерживает корейское правительство. Мы корейцев защищаем. Но готовы учесть какие-то ваши тоже экономические интересы. Предложения России о нейтральной Корее японцами игнорировались, поскольку японцев интересовал захват Кореи целиком. А в перспективе, особенно после того, как японцы договорились с англичанами, заключили с ними военно-экономический союз и стали строить мощный флот, японцы понимали, что надо двигаться дальше,
из Кореи, опять же, на Дальний Восток и в Маньчжурию. Наши квазилиберальные историки говорят, это была агрессивная внешняя политика царизма. Мол, японцы вели себя деликатно и готовы были на такой раздел. Русским достается Маньчжурия, а им Корея. А мы, мол, высокомерно хотели все это слопать, и то, и другое. Это все чушь. На самом деле, делить так было нельзя. Потому что, во-первых, Маньчжурия была все-таки частью территории Китая. Там были наши интересы большие. Там стояла наша армия после разгрома Боксерского восстания. Но это все-таки территория суверенного государства. А Япония выдвигала нам ультимативные требования, чтобы Россия эту концессию разорвала. Из Кореи убралась раз и навсегда. Из Маньчжурии тоже свои войска вывела, сделала Маньчжурию нейтральной. И все наши попытки уломать Японию на какое-то взаимное признание независимости Кореи, нет, они отказывались. Они говорили, Корея наша, а вот из Маньчжурии вы уходите. Еще раз подчеркну, никаких реальных планов захвата Кореи у российского правительства не было. Максимум, на что мы рассчитывали, так постепенно на севере там как-то продвигаться, и то чисто экономическим путем. Так что переоценивать наступательные планы России на Дальнем Востоке совершенно антиисторично. Главная причина всей этой катавасии, повторюсь, очень простая. В политике, как и в экономике, как и в бизнесе, природа не терпит пустоты. Если есть пустой рынок, есть потребность населения в хлебе, либо в молоке, либо в мясе, то рано или поздно появляются поставщики, коммерсанты, которые и заполняют рынок своим товаром. В политике, если есть огромные ослабевшие государства, которые теряют контроль над своими территориями, которые недостаточно сил ни для содержания армии, ни для защиты своих территорий, ни для развития экономики, то появляются внешние агрессивные соседи, которые начинают обкусывать эти ослабевшие страны. Фатальное ослабление Китая привело к тому, что Китай стали обкусывать с разных сторон. Самым жадным здесь агрессором выступала Япония, чуть более прилично, с оговорками вели себя европейские державы и Россия. В условиях агрессивного давления со стороны Японии тоже понимали, что если мы самоустранимся, то мы потеряем и свою зону влияния в Маньчжурии, мы потеряем КВЖД, мы потеряем колоссальные деньги на это потраченные, а в конечном счете мы потеряем и Дальний Восток. Ведь никто не гарантировал, что Япония после Кореи не продолжит свое движение дальше в нашу сторону. Вообще, когда мы говорим о агрессивной политике Российской империи на Дальнем Востоке, которая привела к войне с Японией, тогда я продолжу эту логическую цепочку. Тогда чуть ранее агрессивная и неумная внешняя политика Китая привела к войне с Японией и к агрессии Японии на Тайване, в Корее и под Пекином фактически на Лиадунском полуострове. Агрессивная политика Германии привела ее к войне с Японией в 2014 году. Агрессивная политика большевиков и Ленина привела к тому, что Япония захватила Преамурье, Дальний Восток и Владивосток в годы гражданской войны. Потом агрессивная политика Китая привела к тому, что Япония оккупировала большую часть Китая и развернула там страшнейшую войну с миллионными жертвами. И, наконец, агрессивная политика Франции, Британии и США привели к тому, что Япония напала на Перл-Харбор. А, конечно, жуткая, агрессивная, неумная внешняя политика голландской королевы привела к тому, что Япония захватила Индонезию, голландские владения. Давайте называть вещи своими именами. Япония была молодым азиатским тигром, который пытался перераспределить мир в свою пользу и хватал все, что мог. Российская империя тут непонятно. Больше думала об обороне или об экспансии. Все это очень и очень запутанно. Я бы здесь поразмышлял на эту тему. Военный бюджет Японии рос неимоверными темпами. Самурайский дух всячески продвигался. Жертвенность, необходимость расширения сферы жизненного пространства, превращение Японии из мононациональной в многонациональную империю с колониями везде вокруг. Не было никакой особо агрессивной политики Российской империи. Вот так вели себя все.
Но тут важно учесть, что в самой России перспективы войны с Японией никто не опасался. Как тогда было принято говорить, один русский солдат стоит 3 макак. В Санкт-Петербурге явно переоценивали мощь Российской империи и сильно недооценивали военно-экономический потенциал Японии. Мнения, конечно, были разные. Кто-то говорил, что мы побьем японцев за 3 дня и водрузим наш флаг над Токио. Кто-то, как Обручев, до 1897 года начальник генерального штаба, наоборот, упреждал, я процитирую, кавычки, «Для нас важно ни под каким видом не впутываться в войну». Имеется в виду война с Японией. Надо иметь в виду, что нам пришлось бы воевать за 10 тысяч верст от центра России с культурной страной, имеющей 40 миллионов населения и развитую промышленность. Все предметы военного снаряжения Япония имеет у себя на месте, тогда как нам пришлось бы доставлять издалека каждое ружье, каждый патрон для наших войск. Обручев вышел в отставку, возобладали другие мнения. Вот как разведка доносила из Японии, кавычки. «Пройдут десятки, а может быть сотни лет, пока японская армия усвоит себе нравственные основания, на которых зиждется устройство всякого европейского войска. И ей станет по плечу тягаться на равных основаниях хотя бы с одной из самых слабых европейских держав». Не говоря уже о самых сильных, таких как Россия. Считая, что в Японии не хватает нравственных оснований в армии, а у нас как раз нравственность – это основа боеспособности. Вот, наверное, исходя из этого, военный министр Куропаткин уделял так много внимания в канун войны строительству храмов православных. В общей сложности их было построено при военных городках и частях почти 50. Тратился на это бюджет. А в Японии вообще не было никаких храмов в воинских частях. Бездуховная армия, как она воевать-то будет? Куропаткин заслуженный человек на самом деле. И храбрый офицер, сподвижник. Скобелева, многолетний при нем начальник штаба, образованный, опытный штабист, профессор Академии Генерального штаба, автор многих трудов по военной теории. Когда он оказался главнокомандующим нашей армии на Дальнем Востоке, все это не сработало, не хватило то ли стержня какого-то, то ли силы воли, то ли обстоятельства складывались неудачно для Куропаткина. В этом можно говорить бесконечно, но то, сколько он внимания уделял духовности, потом стало анекдотом. Стишки такие были в Петербурге. Куропаткин прибыл на Дальний Восток, мол, Куропаткин генерал все иконы собирал, как приехал на Байкал, словно церковь обокрал. Проблемы-то были совершенно другие у нашей армии. Порт-Артур был недостроен, флот был не перестроен, финансирование выделялось медленно. Мы отставали в части военного флота даже от Японии. Мы к войне с Японией были не готовы. Точно так же, как не готовы к войне с Германией в 1941 году. Мы все думали, что Япония не нападет. Куда и как ей отважиться напасть на саму Российскую империю? И получалось так, что хотя у нас армия огромная, больше 1 миллиона человек под ружьем, но из этого 1 миллиона на Дальнем Востоке 1100. И то эти 100 тысяч растянуты от Владивостока и Порт-Артура до Уссурийского края. А флот у нас, хотя кажется равным Японии по численности, но тоже разделен на несколько баз. И многие корабли еще не введены в строй, и команды не обучены. И часть кораблей находится в Владивостоке, и часть в Порт-Артуре. И так по частям наш флот и будут бить японцы. Плана войны никакого не было. Мы же не ожидали, что Япония на нас нападет. Точнее говоря, такого виртуального плана было 2. Мол, мы будем сдерживать японцев на суше до прибытия подкрепления. Опять же, неизвестно, как они прибудут, потому что Транссиб недостроен до конца. А потом мы сбросим противника в море, высадим десант на японских островах и водрузим наш флаг над Токио. Если это называть планом, то это план. Японцы к войне готовились самым целенаправленным образом. Они точно представляли, сколько у нас сил на Дальнем Востоке реально, как долго нам нужно будет перебрасывать подкрепление. У нас проводился эксперимент. Мы из города Верны, тот, который Алма-Ата, как-то раз артиллерийскую батарею повезли во Владивосток. Вот эта батарея из Верного во Владивосток, посмотрите на карту, перемещалась ровно 1 год. Год. Вот так. А японская армия находится как бы на пике боевой формы, боевого духа
Япония не так давно разгромила Китай. Флот самый современный сделан англичанами. Армия отдрессированная германцами. И плюс, как рассчитывали японцы, не без основания, у них будет эффект внезапности нападения. Порт-Артур они, к слову сказать, планировали взять за 4 часа, потому что примерно так же они захватили в свое время Порт-Артур, который защищали китайцы в свою войну с Китаем. Помните, немцы тоже на это рассчитывали. Они первый раз, когда брали Брестскую крепость в 1939 году, у поляков за один день. Потом, когда в 1941 пришли к нам, все пошло не так. Что история снова повторилась. Ну и план японцев был простой. Порт-Артур взять с наскока, дальше высадить войска в Корее, оттуда наступать на север, в Маньчжурию, перерезать КВЖД, взять Харбин, отсечь таким образом Дальний Восток от подкреплений, осадить Владивосток. Ну и, в общем, дальше весь Дальний Восток будет японским, потому что как нам снабжать нашу армию, совершенно непонятно. Мы тем временем строим Транссибирскую магистраль и медленно перебрасываем какие-то воинские части по батарее в год на Дальний Восток. Время работает, в общем-то, объективно на Россию. Японцы понимают того, что ждать нельзя, и нападают первыми. Так японский тигр прыгнул. Без объявления войны Япония атаковала Россию. Ну, точно так же, как Гитлер в 1941 году без объявления войны нападет на Советский Союз.